Привет, мои дорогие! Это видео для вас на такую тему. Выводим ваших людей, ваше окружение на чистую воду. Срываем маски с людей, которые могут носить маски из вашего окружения. Я буду использовать две колоды, которые делают очень потрясающую диагностику и показывают, что с этим делать. Но вообще-то здесь заговоренная лаванда, она очищает от негатива. Так что все враги будут абсолютно автоматически уходить, когда вы смотрите это видео. И хочу напомнить, что это видео, как любое мое видео, это надежное место для вас. Это такой портал в изобилии и счастье. А также это пространство, которое я держу открытым для вас, чтобы вы отдохнули, побеседовали с собой и нашли выход из того, что вас волнует. А также здесь мы смотрим глубоко, копаем глубоко и все выводим на чистую воду. Вы можете загадать себе двух человек из вашего окружения, в которых вы не уверены, которых вы подозреваете по одной или другой причине. Потому что будет два расклада: левый и правый. Это лаванда. Левый и правый. Слева будет один человек из вашего окружения, которого вы в чем-то подозреваете. Может, хотите понять больше этого человека, да? А с правой стороны будет другой человек. Пожалуйста, загадывайте себе левый или правый. Итак, вначале я возьму карты диагностики этих двух людей, и диагностику я сделаю на вот этих картах. Они показывают глубоко эмоциональное состояние человека, да, любого человека. У меня есть обзор этой колоды, одной и второй. Вообще у меня более 100 колод, и есть обзоры на все колоды. Почему? Потому что это целое, как космос, каждая колода. Если вы знаете ее составляющие этого космоса, вам легче понять расклады. Но если есть желание, смотрите мои прогнозы тоже. Итак, сейчас я возьму, вот эта карта будет слева. Это вот этот человек, которого вы загадали слева, по мнению высших сил, вот такой он сам из себя, да. Теперь я возьму одну справа. Вот такой это человек из себя справа. Ну, может быть, нам нужны будут эти карты, я их далеко не убираю, может пригодятся. Давайте будем начинать слева расклада. Это левый человек, тот, то есть которого вы загадали. И написано prey или жертва. Вы у этого человека жертва. Человек, он имеет в себе подселенца-вампира, скорее всего. Он за вами наблюдает, watched, да, наблюдает. Он нарушает ваши личностные границы, позволяет себе вам давать советы. Вы знаете, о ком идет речь, да, сейчас? Это четко тот человек, о котором вы подумали. Позволяет себе давать вам советы, нарушает ваши границы и таким образом внедряется в ваше пространство и пользуется вами. Здесь подробности будут на картах Ленорман. Коса. Человек злой на язык, с неприятной составляющей в характере. Есть что-то неприятное в характере. Коса, какая-то острость есть. Человек острый на язык. И здесь собака вместе с картой ребенок. Вот он иногда притворяется другом, этот человек, да, такой может быть. Иногда притворяется другом. Вы знаете, о ком идет речь, да? Иногда этот человек просто говорит, что он, да, я тебе по дружбе совет даю, да, или по дружбе хочу, чтобы там ты так или так поступала. То есть, ну, в общем, притворяется. Он небольшой друг. Он в основном острый человек, который вам мешает. То есть больше враг, чем друг, да? И хочет из вас сделать жертву. То есть вообще-то настрой у человека должен быть позитивный. Но он создает такую ситуацию, когда у вас негативный настрой. То есть жалуется там, это плохо, все плохо. Здесь карта сад, это общество, в котором вы есть. Карта луна, эмоции из общества. И корабль. Корабль может говорить об опасности общества. Именно вот в окружении двух карт кто-то, может быть, колдует. Мне писали, кто-то в комментарии написал, да, в наше время никто не колдует. Все колдуют. Даже те, кто в колдовство не верит, атеисты, они все равно колдуют своим отрицательным подходом к другим людям. Подножку ставят. Это и есть тоже колдовство, да, только оно еще сильнее. Так что,
Здесь корабль что-то опасное. Именно в этом сочетании, да, коса, луна, корабль. Из общества, из вашего окружения какая-то опасность идет. И корабль — это вот когда вы во времена Ленорман привозили товары или отправлялись в плавание, это было опасное предприятие. Общение с этим человеком для вас — это опасное предприятие. Книга, кольцо и крест. Это может быть родственница. Вот этот человек может быть родственник, да, потому что книга — это родственные корни, а кольцо — это тоже, перед которыми у вас обязательства есть, или у них перед вами. То есть родственники, они связаны, у них обязательства друг перед другом, да, это может быть родственница человек. И еще крест вместе с книгой — это родственность. Этот человек может быть родственник. Теперь я спрошу, что с этим делать. Что с этим делать? Совет будет от карт, да? Потом перейдем на правый. Сейчас такое время, когда духи очень активны. Не только хорошие духи, но и злые духи. Злые духи имеют тенденцию вселяться в людей. Они не могут в этом мире проявляться, если у них нет тела. То есть они вселяются в людей. Сердце. Вот это все отражается на вашем сердце. Сердце — это эмоции, это, конечно, ваше здоровье. Это все очень сильно отражается на вашем сердце. Так что, знаете, поберегите свое сердце, не нервничайте, не допускайте этих людей, потому что все, что они делают, это хотят вас запугать, чтобы ваше сердце болело. Зачем это вам нужно, да? Другими словами. Здесь совет, не думайте об этих людях. Сердце. Вообще сердце тоже защитный элемент есть от негатива, потому что сердце качает кровь, сердце обновляет вообще организм кислородом. Здесь на воздухе больше будьте, да. Проветрить квартиру, какие-то заговоры сказать в квартире, свечу зажечь и, может быть, пройтись каждый день. Кстати, когда вы прогуливаетесь, вы тоже очищаетесь от негатива. У меня ритуалы есть. У меня есть целый канал на ритуалы. И я за ритуалы я денег не беру. И за гадания не беру. У меня нет услуг за деньги. Чтобы вы знали, да? У меня только уроки есть, которые стоят что-то. Но потому что я автор уроков, да, это я не перепродаю, ничего не продаю. Я автор этих уроков. А вообще расклад у меня заказать за деньги нельзя, ритуал сделать нельзя за деньги. Все в общем доступе. Безоплатно. Дар получила, даром пользуюсь для вашего блага. Смотрите, вы здесь с книгой сидите. Какая красивая карта, да? Вы знаете, эта карта не злая. Ну, то есть, что карта передает ощущение, да? Вот этот человек с правой стороны, вам кажется, что он враг, может, по поступкам, или кто-то наговорил на него, кто-то его оклеветал, или ее. Но этот человек вам совершенно не враг. Да, он за вами следит или она, он вас изучает, да? Здесь библиотека, вы с книгой. Как красивая очень карта. Этот человек может следить за вами, может быть, изучать вас, да? Но этот человек не враг вам. Может, он следит для своей цели. Скорее всего, вот этот человек справа завидует просто вам. Очень сильно завидует, да? Поэтому и следит за вами, потому что завидует. Вот и все. Но знаете, белая зависть, ее никто не отменял, ею все страдают. Не человека, который бы не имел белой зависти. Если вы думаете, что вы не имеете, вы, наверное, не понимаете, что это human nature, то есть свойственно всем людям, свойственно абсолютно всем. Белая зависть — это, например, ваша модель поведения или модель внешности. Это те люди, которыми вы восхищаетесь. Это белая зависть. И, может быть, здесь есть кто-то, кто вам завидует или вами восхищается. Гора, да. Этот человек, может, женщина, чувствует, что она не может там достичь вашей фигуры, вашего образования, там, вашего лица, какое у вас красивое, вашего ума. Вот гора, это она сама хотела бы для себя это, но она не может этого достичь. Она не верит в свои силы. Вы общаетесь с этим человеком, потому что карта птицы об общении. Крысы. Может быть, это тот, с которым вы поссорились. Это может быть женщина, с которой вы общались. Гора — это между вами возникли разногласия. Вы поссорились по карте крысы и думаете, что эта женщина посылает на вас негатив. Может, она в сердцах что-то злое сказала, вы ее испугались. Развилка, да? Так как сказала, так и есть, да? В сердцах она что-то сказала,
какое-то проклятие послала. И вы ей поверили, ее проклятие не сработало. Что всю мазь перекроет, на карту развилка попадает карта звезда или звезды, так что нет. Только испугала вас. Вот она вас испугала. Она не умеет использовать эту черную магию, ну и хорошо, лучше ее не уметь пользоваться, да. Вот. Но вы испугались, вы думали, что это настоящее проклятие, или вам кто-то сказал, что она ходила колдунья, да, но на самом деле так не было. С мужчиной связано. У некоторых проиграется, что связано с мужчиной. Она наговорила или на вашего мужчину, или она хочет, у вас такое чувство, что хочет вашим мужчиной завладеть. Да, змея позарилась на вашего мужчину. Можно так сказать, да, змея позарилась на вашего мужчину. И хочет, чтобы вы были одиноки, да. Может, у нее есть такое чувство, что если у вас, вот, например, вы думаете, что не все хорошо, по ее мнению, у вас все хорошо. Она хочет, чтобы вы были одиноки, но, понимаете, потому что вот ей самой очень одиноко, и часто такие люди, они перекладывают это на других людей. Иногда человек обладает этой магией, даром магии по наследству, он сам этого не знает, и он пошлет какое-то проклятие, так оно и случается, а человек, не знал, что он обладает этой силой, да. Вполне возможно, что эта женщина обладает этой силой, потому что змея все-таки карта очень мощная, да. Она показывает, что она вполне возможно обладает этим даром, да. Даром, не могу сказать с глаза, но может быть. У некоторых проиграется, что обладает этим даром с глаза. Например, вы с ней пообщались, и вы себя чувствуете обесточенно, или же неприятно, или у вас голова начинает болеть. Вот когда начинает голова болеть после общения с человеком, это первый знак того, что у нее есть вот этот дар, в кавычках дар, да, вот эта способность, я бы сказала, вредить другим. Может быть, это мать мужчины, потому что все-таки мужчина здесь вышел, да, змея такая, которая его типа оберегает от вас, но на самом деле мешает ему жить. И змея идет на башню, может, она подсознательно, его мать, хочет, чтобы он был одинок и с ней больше времени проводил. Но это вот только у очень некоторых проиграется, мои дорогие. Проиграется факт тот, что этот человек вас запугал. Может быть, злыми словами или злым поведением, или какой-то, в общем, какой-то составляющей в характере, да, запугал вас здорово. Но завидует вам белой завистью. Здесь вот у очень многих проиграется, что эта женщина завидует вам белой завистью, поэтому так себя странно, подозрительно ведет. А потому что она себя ведет странно и подозрительно, вы думаете, что это все только вас касается. На самом деле она себя гложет, она себя обесточила, она себя как бы съела себя этой завистью к вам, да, крысы все-таки рядом, да, съела себя сама этой завистью к вам. Совет вам по поводу правого расклада. Карта ключ. Вообще это карта магическая на самом деле, да? Смотря в окружении каких карт. Мужчина, башня, змея и ключ. Да? Какой намек вам дает расклад? Что у этой женщины есть ключ к вашему счастью. Да? Она навешала замков вам, она вас запугала, она дала вам какую-то ложную информацию, совершенно непотребную, неправильную информацию. Там книги тоже информации, да, у нее библиотека за ее спиной. Она умеет, она обладает даром внушения. Она внушила вам, запугала вас, внушила что-то страшное и пользуется этим. У нее ключ от вашего счастья в кармане. Вам нужно этот ключ у нее отобрать. И любое заклинание своими словами. Больше не войдешь в мое пространство, ключ, замок, да будет так, да, забираю ключ себе в карман, кладу. Вот что-то такое обязательно скажите, да, заговор, либо сделайте у меня ритуал, если есть желание. Но еще повторяю, что у меня все бесплатно, совершенно безоплатно. Вот эта женщина имеет ключ, и этот ключ вам не мешало бы у нее отобрать, потому что зачем вам нужно, чтобы ключ был у нее в кармане от вашего счастья, да? Чаще всего навешенные замки — это когда человек внушил вам, что вот этой информации нужно верить, а другой нет информации, да? Внушил и заставил вас вот идти только по одной дороге, так как этому человеку угодно. То есть запутал, туману напустил, да, здесь тучи. Вот звезда — это прояснение, да? А тучи тумана напустил. Если она ходила к колдунье, то звезда покрывает развилку, там ничего не произошло, только деньги взяли и все. Ничего не произошло.
Это уже хороший знак. Но у нее все равно ключ есть от вашего сердца и от ваших знаний, от вашего счастья, поскольку она сильно очень завидует и манипулирует вами. Может быть, манипулирует. Ни в коем случае не давайте ей, например, поносить свою одежду, не давайте ей своих книг. Она может сама купить книги свои. Не давайте ей свои вещи, особенно косметику. Поменьше с ней общайтесь. Знаете, что это белая зависть, но она тоже вредоносная, потому что она все-таки внедряется в ваше пространство, эта женщина. И это очень нехорошо для вас. Вот такие расклады я хотела сделать немножко так быстро, да, потому что тема такая, что, наверное, еще на них долго смотреть, да, долго говорить о таких людях. Но все-таки информация ценная, важная. Информации много не бывает. Еще скажу раз, что это надежное место для вас, это пространство для вас, где вы можете очиститься от негатива. Мы смотрим, копаем глубоко, выявляем, кто есть кто, детально, подробно и честно. Я знаю точно, что вы защищены. Вот от этих двух людей расклад защищает вас автоматически. Это вам гарантировано. Так что не волнуйтесь. Вы просто будете сейчас во время расклада, в самом конце его ощущать, как ключ вернулся к вам в карман, если у вас одежда с карманом. Или ключ мог вернуться вам в сумочку. Если у вас сумочка есть, да, но сейчас не все женщины имеют сумочки. Я, например, не ношу сумочек. Но у меня много карманов, чтобы все ключи забирать свои, да. Свои ключи должны при вас быть обязательно. Вот, так что ключ вы можете сейчас буквально ощутить. У нее больше в левом раскладе ключа нет от вашей жизни. Не волнуйтесь об этом. Мы посмотрели, что нужно сделать, и сделали это. Что касается левого расклада, я еще раз подытожу. Тут немножко сложнее ситуация, да. Потому что здесь сердце. Человек внедрился, он не просто ключ забрал, да, ключ отобрать — это легкое дело, самое легкое. Но человек внедрился к вам в сердце, это уже подселенец. То есть вы иногда можете слышать слова ее голосом у себя, она уже у вас как бы и подселенец, она внедрилась в ваше пространство, вошла в ваше сердце, оттуда командует вашей жизнью. Здесь повторяю, что здесь может быть родственница, помните, мы говорили об этом, а они автоматически могут очень легко к нам подключиться. Так что здесь вот защита от родственных негативных людей. Это может быть кармическая. Вот здесь кармическая вещь, потому что крест и книга — это часто показывает на карму в картах Ленорман, да? А если у нас еще треугольник, крест, луна и книга, это наверняка люди, ушедшие в мир иной, да? Там же не только есть хранители рода, там тоже негативные люди есть. Но поскольку это корабль, это где-то далеко, это не в прошлом и не в позапрошлом поколении, это на 3 поколения дальше или больше, да. Вот такие люди могут быть вполне. И сердце, гены, да, то есть им легко к вам подключиться. Вы можете слышать их голос у себя в голове, вы можете чувствовать, что вы как будто делаете не то, что вы хотели делать, да, это они вашими руками владеют и ногами вашими, иногда даже головой. Вот, и когда мысли приходят неправильные. Но здесь есть защита от кармических вот этих проявлений по роду, родовых кармических проявлений. У меня это все есть на канале «Чистая защита». Нужно нажать на название канала, вы попадете. Кстати, переходы на другие каналы у меня под каждым видео в описании есть. Вы попадете на канал, там в разделе «Видео» есть масса чисток. Я очень давно этот канал веду, много лет назад начала. Так что там много-много помощи для вас. Вот так, мои дорогие, пользуйтесь себе на пользу, не бойтесь ничего, все будет замечательно и хорошо. Вы находитесь под защитой. И знаете, приходите ко мне просто когда хочется отдохнуть, не только когда вот у вас какая-то нужда есть, да, потому что это самый лучший отдых. Это отдых без побочных явлений, таких как курево, там, выпивка или еще какая-то гадость, да. Это очень, очень хорошо. Вы сами себя, кстати, очищаете, когда вы входите во внутреннее пространство. Это, кстати, самое лучшее очищение. Самое лучшее. Вы способны сами себя очистить, потому что у каждого человека есть внутренний врач, внутренний доктор, да, и вы сами себя очищаете, когда смотрите такие расклады. Так что я вам говорю, что раз вы это поняли, вы уже очистились, да, потому что осознанность, она делает любое движение души или тела, любую акцию
миллион раз сильнее. Именно осознанность, да. Эта идея не новая, но она в квантовой механике просчитанная. Можно посмотреть Моше Фелденкрайс. Был такой великий физик, который говорил об этой осознанности. Это было 100 лет назад, но и многие другие говорили. Рудольф Штайнер, Христос, Иисус Христос. Многие говорили, Будда о таких вещах. В общем, получилась и небольшая говорилка в конце. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья и до новых встреч, мои дорогие.